ты снова думаешь о нем? Почему ты не можешь забыть этого человека? Почему даже когда все рушится, ваши дороги пересекаются вновь? Это не случайно. Вселенная упорно ведет тебя к нему. Но зачем? Сегодня карты Таро откроют тебе всю правду. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы погадаем с вами на человека, загаданного вами человека. Это может быть мужчина, может быть женщина. И мы посмотрим, какие силы и почему объединяют вас, может быть, разъединяют и создают те или иные обстоятельства по судьбе в ваших отношениях между вами. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Представьте себе мужчину, женщину и услышьте из потока вопросы, которые будут приходить ко мне в ближайшие 30-40 минут. Итак, уверен, что вы уже настроились, и мы начнем. Давайте спросим, первый вопрос зададим. Что больше всего связывает вас на глубинном или на глубоком уровне? Знаете, вас связывает десятка мечей, а десятка мечей — это боль утраты. Что-то вы потеряли, что-то он потерял. Но это все равно утрата и боль. Поэтому очень какое-то сильное психоэмоциональное состояние, да, такое, которое, ну давайте так скажем, привело вас к боли и страданию обоих. Скорее всего, это обоюдно. Поскольку мы смотрим связи, да, то где-то ваша боль и его боль объединились, и вот эти вот две боли как бы соединились и встретились в какой-то очень сложной критической ситуации. Да. Давайте так скажу, как минимум на глубинном уровне вас связывает боль, страдания или очень-очень какая-то сложная ситуация, связанная с потерей, со страданием или с разрывом чего-то. Может быть, даже на почве того, что кто-то ушел из вашей жизни, да, кто-то появился, да, то есть по сути это связь разрыва. Слышите, как интересно, да, как бы парадокс, связь разрыва. Или разрыв другой связи, предыдущей связи, да, вот таким образом. Давай тогда спросим, почему ты не можешь его забыть? Почему ты не можешь его забыть? Потому что очень много боли, это раз. Пятерка мечей — это действительно очень болезненная карта, не менее болезненная, чем десятая мечевая. Но здесь, если это боль утраты, то тут боль поражения и боль предательства. Где-то, возможно, ты не можешь простить ему, где-то не можешь простить себе. Вот таким вот образом. Минимум не можешь забыть, потому что забыть для тебя обозначает проиграть или обозначает предать, ну или тебя предали, или ты предаешь, да, вот поэтому как будто бы ты не можешь проиграть, как будто бы ты не можешь потерять, как будто бы ты не можешь отпустить, да, вот такой идет поток. Но учитывая то, что 10 и 5 объединяются как бы в старший аркан дьявол, здесь можно еще сказать, что первый и второй вопрос, он связан по дьяволу, это обязательство, то есть, ну, как минимум, вы друг другу что-то остались должны. Ну и остаетесь должны, и до сих пор еще этот, ну, как бы дьявол, да, или архитектор материального мира, он до сих пор продолжает творить вашу реальность. Хорошо. Давай тогда спросим, учитывая эти две болезненные карты, ну, а если так больно, то в чем урок в этих отношениях? В чем урок в этих отношениях? Смотри, четверка чаш — это, во-первых, пресыщение чего-то уже очень много, и что-то, ну, нужно
от чего-то нужно избавиться, да. Но с другой стороны, это карта обиды и чувства вины. У меня почему-то такое, что простить самое главное и не винить. Ну, как минимум себя и не винить его. Если ты винишь его, ты его не можешь простить, логично. Поэтому чувство вины и прощения здесь является главным уроком в этих отношениях. Ну, давай тогда спросим. Ну, пока что такое минорное, да, вступление немножко, но здесь десятка и пятерка, и четверка дают солнце. Должно же как бы взойти некое солнце. Ну, а солнце, оно часто о судьбе, да. Давай спросим, ну, как он влияет на твою судьбу? Как он влияет на твою судьбу? Ну, смотри, с одной стороны, ты что-то теряешь, от чего-то должна избавляться или должен избавляться, но ты идешь к достижению цели, как бы тебе не было тяжело, причем ты идешь путем преодоления страхов и путем, возможно, избавления от всего нехорошего в своей жизни. Поэтому этот человек заставляет, да, или влияя на тебя, он заставляет тебя достигать все время большего, большего, большего. То есть, как бы там ни было тебе больно, или как бы ты ни страдал, или как бы ты не проигрывал в чем-то, не терял что-то, или не разочаровывался в ком-то или в чем-то. То есть все равно этот человек все равно пододвигает тебя к результату, к лучшему варианту или к успеху какому-то, да, вот так. Интересный у вас вот блок кармической связи и предназначения, да, вот у меня почему-то идет он такой, как бы на очень сильном контрасте, где боль и успех сочетаются или как-то переплетаются. Хорошо, давай спросим просто вот, а зачем он появился в твоей жизни именно сейчас? Ну вот смотри, видишь, две девятки здесь появились. И, во-первых, две девятки эти дают Луну, но здесь центральная карта, она больше лунная. Здесь солнышко как бы, а здесь Луна, да, вот эти две карты Солнце дают, а здесь Луну. Знаешь, он пришел для того, чтобы ты в глубине своей души нашла уголок для счастья. Услышь это. В глубине своей души найти уголок счастья. Или ты научилась ценить счастливые моменты в своей жизни. И именно ценить на уровне вот этого глубинного ощущения внутреннего комфорта. Хорошо. Возможно, это семейное счастье, возможно, это счастье как таковое, но это счастье в моменте, ибо счастье и есть момент. Это не постоянное какое-то явление, в котором ты пребываешь. Это перманентное, да, такое состояние. Окей. Хорошо, давай, вот есть некое такое вводное, да, вот где мы видим твою ситуацию. Вот как вас объединяет судьба? Судьба объединяет вас на боли и счастье одновременно, где твоя центральная карта является ситуационной. Ни одного старшего аркана нету. То есть есть обстоятельства, но нету главных каких-то событий. Да, есть некая суета, где в моменте ты в этих отношениях чувствуешь счастье, чувствуешь, чего-то добиваешься, но очень сильна зависимость от проигрыша. Хорошо. С кармой, вот таким вот кармическими силами, да, мы немножко разобрались, но здесь больше не карма, а больше какая-то ситуация на тебя влияет. И может быть, скорее всего, даже ситуация твоя, где твое внутреннее, да, создает или моделирует слои материального мира. Давай спросим, вот посмотрим мысли, чувства, вот сейчас. И я хочу спросить, что он на самом деле думает о тебе, да, вот здесь прям 10 мечей, концентрация мысли. Что на самом деле думает о тебе? На самом деле ты для него зажигалочка, и ты для этого человека катализатор.
То есть, когда ты появляешься, то есть ты его зажигаешь, даешь ему такой мощный импульс радости от жизни или радости жизни. Давай я тебе скажу так. Он думает, что ты человек, который дает ему силы. Может быть, какие-то смыслы. Может быть, какие-то идеи даже. Вот. Идеи, смыслы. Этот человек, ну вот, когда думает о тебе, он начинает задумываться и о себе в том числе. То есть ты его как бы побуждаешь. Не то чтобы возбуждаешь, да, но и возбуждать тут тоже можно, хотя здесь 11 и здесь весы. Ты его больше побуждаешь, да, нежели даешь ему какой-то такой мощный всплеск. И это очень позитивный контекст, и как минимум ты его где-то, может быть, и балансируешь, и приводишь в состояние покоя. Поэтому, может быть, он даже и думает, что ты спокойна, но в конечном итоге вот это твое спокойствие возвращается к нему. Хорошо, тогда давай спросим, вот какие чувства он скрывает даже от себя. Ну, смотри, от себя он скрывает внутреннюю борьбу. Он и да, и нет, и хочет, и не хочет. И его рацио борется с его чувствами, с его интуицией, да. И его силы иногда направлены против него. Возможно, он из-за этого и не такой, как говорится, ресурсный, да, не настолько ресурсный, насколько хотелось бы, да. Поэтому естественное его чувство, которое он скрывает даже от себя, это внутренняя борьба. То есть он пытается задавить эту борьбу, как бы приглушить, но она достаточно сильная. Ибо когда он думает о тебе, он попадает в туз жезлов, это хороший импульс. Это хорошие стимулы какие-то, да, позитивные. А вот пятерка дает уже противоречие. Поэтому он ищет позитив, да, вот он ищет эту энергию, но находя ее, он где-то ее придавливает, да, не дает этому огню разгореться. И смотрите, здесь две пятерки, здесь рацио и внутренняя энергия находятся где-то в союзе друг с другом, воздух с огнем, но с истинным глубинным оно находится в оппозиции, да, вот так. То есть, о чем это? Он скрывает от себя больше, почему-то у меня такое, больше уверенность. То есть он до конца не уверен в себе в этих отношениях, именно лично в себе. Ну и противоречие — это борьба, ни да, ни нет, или да, или нет, или борьба света с тенью. То есть за что-то он борется все равно внутри себя. Давай тогда спросим, а почему он так себя ведет все-таки, да? Отсюда же и вопрос логичный. Здесь смотри, здесь может быть разница в возрасте. Здесь принцесса все-таки кубков. Принцесса кубков — это часто дитя, часто какая-то невинность. Но это может быть еще и инфантильность, и эмоциональность. То есть, да, может быть, человек, характеры у вас могут не сходиться. Учитывая то, что здесь в центре больше такая девочка, да, может быть контраст возрастов и эмоциональный контраст все-таки, да, паш. Но с другой стороны, часто паш кубков говорит о флирте неком, да, и здесь вот учитывая то окружение, тот поток, который я чувствую, я бы сказал так, что ему не всегда понятна твоя реакция на ситуацию, да, то есть или он ее не воспринимает. Например, ты громко смеешься или смеешься там, где надо плакать, или плачешь там, где надо смеяться. Условно говоря, да. Но опять-таки, учитывая то, что здесь паш, инфантильность некая падает на обиды, возможно, ты очень сильно воспринимаешь то, что воспринимать нужно гораздо проще, да, или как-то более активно относишься и эмоционально относишься к тому, что можно вообще было бы не замечать. Хорошо.
Ну, смотри, тут пугало какое-то, и вот он что-то отпугивает, да, и как-то, может быть, опасается за что-то. Вот чего он больше всего, девятка все-таки, да, чего он больше всего боится в этих отношениях? Чего больше всего боится? Ну, смотри, все-таки мне идет пока что возраст, разница в возрасте может отталкивать, да, ну или создавать некие страхи, да. Хотя здесь притяжение. Боится не понимать, не знать некой информации, боится не разобраться. Поэтому возраст, отсутствие информации и к браку он пока не стремится прям, ну вот партнер, партнерша не готов, не готова. Слышите, да? Поэтому венчание, законный брак — это пока страх. Ну, может, не время, да, еще, потому что тут противоречие настолько сильное. Сходиться, сближаться человек тоже сильно не готов. Поэтому здесь форсировать события нельзя. Особенно если была какая-то прям у вас вот здесь вот в 3 первых картах прям какая-то ссора. Поэтому исцеление ваших отношений здесь, в этом раскладе, оно длительное. Оно возможное, но оно настолько долгое должно быть. Чем дольше, тем даже лучше. Чем сильнее вы будете тут торопиться, ну, тем, может быть, больше будет и не пользы, да, или вреда больше будет. Это так. Ну, давайте спросим тогда отсюда вот мысли, чувства, да. Вот чего он хочет, но не решается об этом сказать. Но молчит, да, вот как раз вот спикер, это у нас всегда, да, общаться, говорить, переговариваться. Возможно, молчит про треугольник, имейте в виду тройка пентаклей, но здесь все-таки даже вот я хочу сейчас убрать треугольники все, да, их скорее тут может быть и нету, потому что это материально. У меня вот такой поток, да, что он хочет вас видеть в каком-то другом образе или имидже. То есть от него он хочет сказать так. От него многое зависит. Но и ты можешь тоже преобразиться, да, или отразиться в отношениях в каких-то других красках. То есть я хочу вот сейчас сказать как бы за него, да. Он приложил максимум усилий. Отразись. И вот когда я говорю отразись, это говорит изменись. Да, то есть тебе нужно, может поменять точку зрения, взгляд, да, может быть поменять краску, фон. Может быть, да, может быть подход, эмоциональность. То есть тебе нужны изменения. Точно так же, как и он трансформируется, да. Точно так же ты можешь трансформироваться. Окей. Хорошо. Давай тогда спросим. Ну, как бы мы уже посмотрели с тобой вот игры судьбы, да, и мысли, чувства. И вот я вот хочу понять, к чему меня ведет Вселенная, да, сейчас к какому потоку. К чему ведет Вселенная? Вот как Вселенная влияет на вашу связь? Давай спросим тогда. Какие знаки тебе уже были даны в этих отношениях? Какие знаки тебе уже были даны? Ну, смотри, это очень, так, кстати, важный знак на самом деле. Отстаивай свои границы всегда. Защищайся и уважай и цени другие, чужие границы, да. То есть, ну, это может быть какое-то событие, там, связанное с проливным дождем, с наводнением, с ураганом, или там что-то сгорело. Это было знаком. Но знак этот о защите своих границ и ненарушении чужих границ. То есть, чужие границы, точно так же, как и свои, они должны быть, видишь, разграничены четко. Поэтому где-то, может быть, ты нарушила его границы, ее.
но где-то и он нарушал границы. И все это было или под проливным дождем, ну или там ураганом, или какой-то снежной бурей, или торнадо, какой-то разрушительной силой стихии. Но также я почему-то сейчас хочу сказать, что знаком тебе мог быть какой-то порыв, да, вот какой-то конфликт и агрессия даже может быть, потому что огонь, и знаком был, ну, может быть, конфликт какой-то вплоть до там силового приложения, да, вот. Как бы, может быть, вы как-то потолкались или, не дай бог, еще чего хуже, там, друг друга намутузили, да, говорит, как говорится, побили, да, поколотили. Окей. Может быть, какая-то стычка была у вас. Хорошо. Ну, тогда давай спросим, что же высшие силы хотят тебе этим показать? Смотри, 2 семерки. Ну, возможно, ты в чем-то сомневаешься, а в этом и нельзя сомневаться, и не надо уже сомневаться, да? Скорее всего, и не надо, и нельзя сомневаться в том, что ты сомневаешься. Не сомневайся в этом, особенно если тебе был дан этот знак, то в этом ты должна теперь не сомневаться. Это несомненно. В том, чем ты сомневаешься, оно несомненно, особенно в этой карте, рядышком. Что мы сейчас рассматриваем вот именно такие знаки судьбы с тобой, да? Окей. Тогда отсюда я хочу спросить у высших сил. Как этот человек меняет твою судьбу? Как он меняет твою судьбу? Присмотрись к нему, он может быть скупердяем, и он может научить тебя оценить то, что у тебя есть. Но опять-таки тут и к границам, и тут к сбережениям. Ты можешь получить то, что хочешь, и то, что заслуживаешь. Но вопрос щедрости и алчности здесь ключевым образом влияет на твою судьбу. Возможно, тебе нужно заплатить что-то. Ну, ему, высшим силам. Возможно, он тебя учит расплачиваться за что-то. И здесь важно вот даже тебе всмотреться в эту карту и понять, как этот человек меняет твою судьбу. Если ты, например, знаешь, что он агрессивный жлоб, к примеру, да, этот человек, вот он агрессивный, да, и ты сомневалась, и вот он жлоб. Но если у тебя такая ситуация, что, например, ты живешь по принципу все время только брать, да, у Вселенной, да, или у окружающего мира, то, наверное, тут приходится уже понять или осознать, что пришло время и отдавать, да, то есть вот так. Поэтому этот человек меняет твое отношение к ценностям материального характера. И то, что для тебя было ценно раньше, оно, возможно, потеряет свою ценность. Но то, что не было ценно, обретет свое новое значение. Вот таким вот образом. Хорошо, окей. У меня такой... Вот поставь на паузу. Пока закрой глаза, ощути, какой у тебя поток. У меня такой идет теплый свет пока. Вот как медленный теплый свет у меня идет. Почему-то такое. Окей. Хорошо. А вот я спросил про теплый свет, да? Сказал про теплый свет и свои ощущения. И вот эта энергия. А какая энергия сейчас между вами? Какая энергия сейчас между вами? Магическая энергия, женская энергия. Видишь, я улавливаю именно женский поток теплой энергии. Это магия настоящая между вами сейчас. Но она, знаешь, она, скорее всего, позитивная, эта магия. Это женская больше магия между вами сейчас. Скорее всего, это ваша магия. Ну, женская, если вы женщина. Если это мужская магия, то она о чувствах. Она о чувствах. Поэтому вас объединяют магические энергии чувств.
тайного знания, и вы еще много не знаете друг о друге. Вам еще предстоит многое узнать. И даже ваши материальные ценности, они при этом могут измениться, да. И вы можете и увидеть друг друга совершенно по-другому, в разном восприятии. То есть ваше восприятие, понимание и осмысление друг друга, оно еще изменится. Ну и это и есть хорошо, потому что где-то, возможно, даже вас сейчас останавливает Вселенная, останавливает эти карты об остановке, где-то вы сомневаетесь. Но для того, чтобы посмотреть на эти отношения совершенно под другим углом, в другом ключе и с другой точки зрения. Хорошо, если так, да, давай спросим тогда, почему ваши пути до сих пор пересекаются? Почему ваши пути до сих пор пересекаются? Так, мы закроем немножечко. Ваши пути до сих пор пересекаются, потому что женщина гармоничная. А женщина пользуется своей красотой, неспешностью. Женщина ценит себя здесь. И женщина для этого мужчины имеет весомое значение. Она дорога ему и очень близка по архетипу к его матери. Особенно если с его мамой у него были хорошие отношения. Не было конфликта. Да даже если было все плохо вдруг, рядом такая карта может означать о каких-то неприятностях в принципе, он все равно компенсирует этой женщиной, императрицей, нестачу того позитива, который он недополучал от предыдущей женщины, особенно от мамы. Поэтому ваши пути пересекаются, потому что как женщина, если ты смотришь с точки зрения женщины, ты можешь ему это дать, а как у мужчины у него этого не было, и он в этом нуждается. Поэтому, по сути, где-то вы нуждаетесь друг в друге, как мама и сын, условно говоря. Да? И здесь оно очень гармонично вписывается, очень сильное женское влияние. И твоя женская магия, или магия как женщины, достаточно сильна. И твоя женская власть здесь очень на солидном таком уровне находится. Окей. Хорошо. И вот мы вот здесь вот где-то как бы цепляемся за прошлое, да, и здесь это вот как бы о рождении чего-то, да. И вот у меня карты просто подталкивают, они как бы вот здесь отец-мать, вот здесь бабушка, вот здесь мать. И смотри, из старших арканов у тебя в основном карты материнско-отцовские. И вот я вот хочу просто сейчас посмотреть, так вот разобраться вот здесь в этом слое именно прошлые жизни и родовые программы твои. Давай спросим, а связаны ли вы в прошлой жизни? Были вы уже в прошлых жизнях, ну, например, в прошлом в этой эманации или в какой-то там другой? Связаны ли вы в прошлых жизнях? Я скажу так. Эта карта, она вообще говорит нет, но я скажу да. Вы родственные души, скорее всего, которые ищут друг друга, но никак не могут друг друга соединиться друг с другом. В прошлой жизни у вас уже была какая-то неудача, и, ну, если вы в этой жизни, да, ну, не верите в загробную жизнь, то вы уже имеете какой-то негативный опыт, скорее всего, больше, чем не имеете его. Поэтому, да, вы связаны именно болезненными. Вот десятка у вас, да, семерка, то есть, и здесь пятерка. И внутри у него вот эта вот пятерка, она же и живет у вашего партнера. Поэтому, да, к сожалению, вы связаны негативной энергией. Ну, как бы вы связаны, к сожалению, я говорю, потому что здесь негатив. Но для чего-то все равно это нужно, и мы здесь пытаемся, да, в чем-то разобраться. Поэтому, да, вы связаны в прошлых воплощениях. Причем, ну, какой-то разлукой, расставанием
не успехом, пятерками, да, вот пятерки у вас тут прям 5, 5, 5. И опять, смотрите, 5, 5, 5, дьявол у нас, и 10, 15 тоже дьявол. Ну, может ли это говорить о присутствии дьявола в вашей жизни? Да, вполне может, но единственное, что мы не делаем здесь, диагностики наличия негативных влияний, да, вот так. Окей. Хорошо. Давай спросим тогда, ну вот какое влияние, немножко углубимся, да, вот именно в диагностику, да, какое влияние оказывают родовые сценарии на вас? Смотри, у вас работает, в принципе, это очень хорошая карта, хорошая карта, но здесь мужчина опять, ну, в таком монетном состоянии. Я скажу, что скорее линия отца вам помогает. Больше я ничего не дам, но обращайте еще внимание на мужчин и женщин, которые имеют какое-то предвзятое отношение к деньгам. Ну, то есть на сценарии, которые идут по партнерам вашего мужчины или вашего женщины, насколько мужчина и женщина щедры, и насколько они зациклены на материальном контексте. Это достаточно весомую роль играет в родовых сценариях по линии отца вашему. Например, папа был щедр к вам, и вы привыкли, что к вам все щедры. Наоборот, папы не было. Папа был или отсутствовал, или был, ну, бывает такое, жмотист, да, ну, давайте скажем, не жмотист, давайте скажем, не зажимист, а рационален с деньгами и очень прагматичен, или, ну, скупердяй, да, или ценил то, что он зарабатывает. И вы недополучали, да, чего-то. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому кармические программы по линии отца, особенности, аспект материальной щедрости имеет для вас, скорее всего, очень сильное значение. Обратите внимание, щедрец и жмот падают прямо вот прям в центр событий, да, ваших кармических программ, родовых программ и так далее. Да? Ну, больше родовых сценариев. Да? То есть именно родовых — это отец и дедушка. Например, дедушка щедряк, а папа жлоб. Понимаете, контраст. Хорошо. Давай спросим так. А какие кармические долги тогда существуют между вами? Да? Кармические долги между вами. А вот кармический долг, знаете, какой? Он должен, да, долг же ведь. Он должен найти тебя и признаться в тебе. А ты должна, особенно если ты женщина, принять от него это предложение. То есть, как бы тебя преследуют мужчины, принять которых, как женщина, ты должна. Ну а если ты мужчина, ты должен найти избранницу своего сердца и предложить ей руку и сердце, да, вот таким вот образом. Ну, интересно выпадает. Ну и как минимум, смотри, мужская программа здесь в ресурсе. И здесь даже вот смотри, король пентаклей и король чаш, они очень гармонично один другого дополняют. Это родственные стихии, земля и вода, здесь прям очень круто выпадает. Поэтому я скажу так, что ваш кармический долг такой, да, это найти друг друга, найти родственную душу. Представляешь, как интересно выпадает. Окей. Давай спросим, а что ты уже, вот, несмотря на то, что между вами бы не было, много, мало, плохое, хорошее, что ты уже отработал, да, или отработала в этих отношениях? Что уже сыграно, да? Да, вот как раз вот деньги, как королева пентаклей, ты должна уже отработать. Наконец-то. Поэтому, если у тебя были одни богачи, условно говоря, то ты должна отработать это богатство и идти уже где-то в какой-то здравый прагматизм, и где-то, может быть, я не призываю жить бедно, но в какие-то лишения или в какую-то аскезу, да, условно. А если у тебя наоборот были все прям жлобы, да, ну так выпало, ну вот найдешь наконец-то такого, что
тебе хватит. Но опять-таки не есть первое материальное, да. Но хотя оно здесь ложится как вода на землю. Ну, вот так. Поэтому финансовый вопрос, вопрос достатка, материального благополучия ты уже как бы уже отработала в этих отношениях. Но как бы высшие силы тебе об этом тонко намекают в этом раскладе. А вот отработала ты или отработал ты материальный момент, напиши в комментариях. Особенно если мужчина смотрит на женщину, да, вот. Например, предыдущие все жены вот прям душили материально, да. Ну вот, значит, найдешь такую, что будет спокойно к этому относиться. Окей, тогда давай спросим, что еще тогда нужно пройти? Вот как раз мы закроем эту параллель. А что еще нужно пройти? А вот как раз мы и ищем счастье. А счастье у нас в моменте. А нужно еще пройти счастье в семье, семейное счастье детей, собачку, кота и ребенка. Поэтому, если есть котик, собачка будет. Если нет ребенка, будет ребенок. А если есть ребенок, то все равно ребенок будет. Так что вот как-то так. Ну, вообще, десятка пентаклей — это 10 монет счастья, и это очень много счастья. Поэтому счастье есть, просто к нему нужно идти. И тогда обязательно ты найдешь свой сундучок счастливый. Хорошо. Есть вот такие вот слои. И давай просто посмотрим. Почему-то такой поток. Хочется узнать, вот что будет вот проистекать дальше. Да, что будет дальше. И между вами, да. Как он изменится, твой партнер, по отношению к тебе. Как он изменится по отношению к тебе. Ты знаешь, где-то инфантилизм будет уходить, и проблемы со здоровьем тоже будут уходить. Да, возможно, не будет все так гладко, и у тебя вот первое, да, начало всегда тяжелое, а конец, да, или окончание, вторая половина, она у тебя вот здесь вот концентрация позитива, здесь концентрация негатива. Сначала будет ему тяжело, но ты изменишь отношение к нему, и он изменит отношение к тебе. И как бы где-то видишь, тут девочка болеет, а мама, скорее всего, здесь чем-то помогает. То есть твое, как женское материнство, и его где-то, может быть, детский инфантилизм, они где-то уравняются, и где-то будет исцеление. Поэтому, ну, он будет исцеляться по поводу тебя, да, то есть может переставать бояться, может быть, перестает бояться себя, и будет не бояться смотреть в будущее, да, потому что восьмерка мечей — это страх посмотреть вперед, да, пойти вперед. Поэтому, ну, вы будете как минимум сближаться здесь, да. Хорошо, давай тогда спросим, как изменятся твои чувства к нему. Ну, вы будете сближаться, и это кармическая отработка уже даже где-то, да, где-то ты, может быть, начнешь делать шаги, и даже вот какие-то твои физические побуждения, да, то есть ты сможешь быть готова служить этому человеку, сможешь быть готова не только брать, да, но и давать что-то, да, то есть это всегда служба и возможность что-то дать, да, на каком-то уже достаточно таком уверенном уровне, да, то есть ты сможешь служить и, ну, даже будешь готова служить, это уже хорошо, да, вот так. Хорошо. Давай, вот у меня идет сейчас поток, мне хочется открыть здесь вопрос, вот, насколько вот этот шанс на сближение, он реален, да, насколько, будет ли сближение, насколько сближение реально. Реально, ну и мужчина здесь должен быть как бы в ресурсе, так сказать, да. Да, это реально, реально, особенно если ты со советом подойдешь,
светлым человеком будешь в этот момент, да, не с конфликта зайдешь, да, вот этого вот какого-то, не с чувства вины, не с чувства обиды, тебе нужно просто простить и себя, и его не винить, не должен, никаких ни долгов, ничего не должно быть, да, да, все будет хорошо, и сближение возможно здесь. Инициатива может ли здесь быть мужская? Да, может быть. Но и женская инициатива тут тоже может быть. Потому что здесь, с одной стороны, женщина вроде бы как обижается, а мужчина вроде бы как бог. Но, как говорится, неисповедимы пути Господни, чья искра будет первая, тут особо значения не имеет. Вроде бы как мужчина может и первый пойти. Но если ты чувствуешь, что твоя обида или твое чувство вины по отношению к себе или к нему имеет ключ, да, к этой двери, то пользуйся этим ключом. Иначе, не использовал все свои шансы, ты никогда их не реализуешь. Да? Хорошо. Какие обстоятельства могут снова сблизить вас или свести вас? Ну, инициатива. Как мужская, так и женская. Поездка, переезд, путешествие и решение изменить в своей жизни все радикально. Ну, я скажу так, это больше карта спланированного движения, да, но иногда это и спонтанное движение. Но как минимум это желание изменить и брать ответственность на себя. Шестерка мечей — это всегда я отвечаю за то, что делаю, да, я понимаю, что я делаю, и я понимаю, чем я рискую, поскольку шестерка мечей — это всегда риски некие, да. Поэтому, скажу так, какие-то опять неприятности могут сблизить вас. Вот все-таки вот мечи, да, они проблему несут в себе. Поэтому любой кризис, скорее всего, вас сближает, а зона комфорта может разделять вас. Но вот, возможно, вы в зоне комфорта не можете схватить этот момент счастья и насладиться. И в этом и есть цикл кармический, где вас сводит, разводит. Да? Для того, чтобы вы научились ценить момент счастья. Или счастье в моменте. Хорошо, давай тогда спросим. Есть здесь десятка и шестерка, 16. Какой-то момент такой, решающий момент. Вот давай спросим. Решающий момент. Какой поворот событий станет решающим? Вот прямо хочется сказать, что свадьба, да, и объединение, и общая семья, и прям общий дом, и общее дело. То есть, или вы подпишете какой-то контракт, или сыграете золотую свадьбу, или там какую-нибудь важную свадьбу в вашей жизни. Но видишь, совместная жизнь должна все изменить в вашей судьбе. То есть это совместное счастье. И счастье в доме общем. Счастье в общем доме. Поэтому это сближение и, так скажу, какое-то обещание на глобальное будущее. Вот древо Сефирот, глобальное прям будущее или глобальное прошлое. Поэтому это объединение судеб. Ну и то, что по этой карте вам идет, вот поставьте на паузу, подумайте и напишите на этой минуте, то где-то 43 минуты, приблизительно 40 секунд, что вам идет на этой карте. Какой поворот событий станет решающим? У меня почему-то это объединение ваших судеб воедино. Но жизнь ваша должна измениться для этого. Хорошо. Ну тогда давай посмотрим еще, а что же тебе тогда делать, да, вот для этого всего, чтобы ваши судьбы сблизились, да? Как тебе воспринимать эти отношения, даже если у тебя сейчас болит, или ты не понимаешь, что происходит, или ты не видишь будущего? Как тебе воспринимать эти отношения? Ну, смотри, все-таки вертикаль у тебя очень слабая, первая, да, и
первые карты всегда выпадают нестойкие семерки. И эта карта говорит о том, что тебе нужно воспринимать критику. Тебе, возможно, поработать с критикой, если ты сильно критикуешь своего партнера и если он сильно критикует тебя или себя в этих отношениях. Здесь семерка, помнишь, отношения границ и точка зрения. Поэтому я скажу так. Тебе нужно воспринимать эти отношения или гораздо проще, или еще более внимательно. Услышит. Хорошо. Нужно ли тебе отпустить этого человека или бороться за него? Вот рыцарь Пентаклей можно как отпустить, не обращать внимания, так и продолжать прилагать какие-то усилия, да? Отпустить или бороться за него. Давай так скажу. Учитывая то, что здесь выпадают снова родственные души, это как-то именно родственных душ, я бы сказал так. Есть некий компромисс между отпустить и бороться. Какой он? Я бы сказал, что тебе подскажет душа. Именно, поскольку здесь карта именно родственных душ, поэтому нужно ли тебе отпускать? Вряд ли. Нужно ли тебе бороться? Вряд ли. Есть еще что-то, что правильно тебе подскажет именно сердце. Поэтому чувствуй сердцем. Ответ тебе в этом. Но, возможно, какие-то ангелы тебе могут подсказать, поэтому смотри расклады на ангелах. Все-таки, да, вот здесь ангел, да, или фея, или ангел, ну, это и есть карта ангела, или переселение душ, да, или взаимообмен тонких энергий. Поэтому здесь вопрос совместимости ваших энергетик больше. Но учитывая то, что вы, скорее всего, такие родственные души, то тебе стоит проходить испытания, где твоя трансформация ведет тебя либо к сближению с этим человеком, либо переход на совершенно уже другой уровень, да, самореализации или самопроявления. Какая ошибка может разрушить все? Зацикливание и тоска по прошлому может разрушить все. Чрезмерная эмоциональность и чрезмерная забота. Такой, или чрезмерный уход. Услышит. Окей, хорошо. Чему учит тебя этот человек в отношениях? Ну вот как раз у нас иерофант, и какой опыт, да, ты получаешь. Но все-таки, знаешь, здесь противостоять трудностям, бороться, отстаивать свои позиции. И такой... Этот человек тебя учит активной позиции и противостоянию, агрессии даже в том числе. Поэтому не самые лучшие времена в ваших отношениях и не самые лучшие времена вы выбрали для этих отношений. Но, возможно, в этом и есть карма, чтобы проверить себя в отношениях в эти не самые лучшие времена. Неоднозначные даже, да, близнец? Неоднозначность времен. Что тебе нужно знать в эту минуту и прямо сейчас в контексте вот этой ситуации? Ну, здесь принцесса Пентаклей, и судьба тебе дает шанс. И сможешь ли ты его сберечь, сохранить, оценить по достоинству, рассмотреть в нем что-то большее, нежели то, чем он является здесь и сейчас? Сможешь ли ты увидеть в нем потенциал? Сможешь ли ты поверить в него и в себя? Судьба привела снова тебя именно сюда, в этот расклад. И ты знаешь, что это не случайность. И ты увидел или увидела, почему Вселенная снова и снова возвращает тебя к нему. Но что ты собираешься делать? Чувствуешь, что этот расклад для тебя? Напиши в комментариях, какие слова задели тебя за живое больше всего. Оставайся на связи, і все буде добре. От побачиш.
До зустрічі. Па-па.